Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как связать такой чехол на диванную подушку в технике мозаика. Связать можно, конечно, любого размера, не обязательно на диванную подушку. У меня на подушку 40 на 40 связан этот чехол. Вязала я из пряжи Alize Shikrim. Использовала два цвета. Это стопроцентный акрил. В 100 граммах здесь 320 метров. Вот этот цвет жемчужный 450 и голубой цвет номер 112. Здесь рекомендуют спицы 3-4. Я вяжу крючком. Крючок 3,5 миллиметра. И пряжу, и этот крючок фирмы Адди я получила из интернет-магазина Пряжа Су. И под видео я оставлю ссылку на магазин и на промокод. Если вы введете этот промокод NADI22, то вы получите 5% скидку на ваш заказ. Любой, независимо, он первый или не первый. Очень мне понравился этот крючок. Вязать оказалось очень удобно для меня. И эта пряжа очень хорошо подошла. Я не только из такой пряжи вязала. Вы можете в моих видео увидеть это. Но эта пряжа тоже очень хорошо подошла. И расход у нее гораздо меньше. Ушло у меня около 200 граммов пряжи. Итак, я расскажу сначала на словах, как что, но лучше, конечно, это все посмотреть. Я буду показывать. Я буду показывать на образце, но там будет все то же самое. Так, сначала здесь чехол связан у меня по кругу. Снизу я начинала. И две одинаковые части. Первая часть и вторая часть. Они абсолютно одинаковые, и между ними вот такие дорожки. Это я все тоже буду показывать на образце. Как сделать так, чтобы они вот так ровненько лежали. Чехол у меня на молнии. Вот обычная простая молния. Так. Молния пришита на нижнюю часть, то есть я начинаю вязать снизу по кругу вверх, и здесь затем соединила верхнюю часть. Это я тоже все буду показывать. Техника вязания называется, или можно сказать, это ленивый жаккард или техника мозаика. Вяжется каждый ряд новым цветом. Один цвет в данном случае голубой, один цвет белый. Именно этот узор вяжется по такой схеме. Схем очень много в интернете. Я выбрала вот такую схему. Она очень простая, и как раз на ней можно поучиться, чтобы потом переходить на более сложные схемы. Здесь единственное, что я сейчас расскажу, если вы будете вязать не по видео, а по схеме, что я здесь внесла изменения. Здесь указано, что вот выделен как бы раппорт и отмечено 20 петель раппорт. На самом деле раппорт здесь 12 петель плюс 7 петель для симметрии. То есть количество петель, которые вы будете набирать на каждую сторону, должно быть кратно 12 плюс 7 в конце для симметрии, в конце каждой стороны. Итак, темные клетки – это у меня голубой цвет, светлые клетки – это белый цвет. Вот здесь в самом начале можно посмотреть, если в начале темная клетка, этот ряд вяжется темной пряжей. Если светлая, то светлая. То есть здесь вот видно один ряд, допустим, первый ряд темной пряжей, второй светлый, третий темный, четвертый светлый и так далее. Сам узор получается путем провязывания коротких и длинных столбиков. Что это значит? Короткие столбики – это столбики без накида, которые вяжутся за заднюю стенку петли.
Длинные столбики – это столбики с накидом, которые провязываются за переднюю стенку петли столбика предыдущего ряда того же цвета. Когда я буду провязывать, вы все это поймете на словах. Если вы с этим не сталкивались, то, конечно, трудно это понять. Итак, короткие столбики – это те клеточки, под которыми на ряд ниже нет клетки такого же цвета. Например, вот смотрим первый ряд, да? Здесь все столбики короткие. Смотрим второй ряд. Здесь также этот цвет темный, этот цвет белый. Смотрим только на, если вяжем цвет светлой нитью, то смотрим только на столбики светлого цвета. Я имею в виду на длину этих столбиков. И здесь во втором ряду мы также видим, что нет ни одного длинного столбика. То есть под клеточкой белой нет ни одной клетки белой. Все клетки темные. Дальше, например, вот третий ряд, да, это ряд темной нитью. Вот смотрим, первая петля темная, а под ней светлая. Значит, это короткий столбик. Следующая петля темная, и под ней тоже темная. Вот. Значит, это длинный столбик. Это короткий, это длинный. Дальше. Все светлые клетки в ряду с темной нитью – это короткие столбики. А темные смотрим. Вот, следующая темная. Под ней белая, значит, это короткий столбик. Вот темная. Под ней темная, значит, это длинный столбик. Дальше идут две короткие, длинная. Две короткие, длинная. Короткая, длинная, короткая. В общем, я думаю, это понятно. То же самое в белом цвете. Вот четвертый ряд белый цвет. Идут белая, белая. Под ними темные, это два коротких. Вот следующая белая, под ней белая. Значит, это длинный столбик. Здесь, именно на этой схеме, уже отмечены длинные столбики галочками для удобства. Это так оно и было. Вот, если поближе посмотрите. Я ссылку на схему оставлю в сообществе, саму схему помещу, и под видео ссылку на эту запись в сообществе я оставлю. Вы сможете близко ее рассмотреть, эту схему. Здесь очень хорошо все видно. Значит, вот этими галочками, чтобы уже не считать, уже отмечены длинные столбики. И здесь можно даже не смотреть. Не то, что даже не смотреть, а действительно здесь не нужно смотреть. Темная клеточка, светлая клеточка. Здесь смотрите только на галочки. Каждая галочка – это длинный столбик. Все остальные, где нет галочки, это короткие столбики. То есть, вот, например, вот возьмем третий ряд, да, где уже начинаются длинные столбики. Здесь в первой клетке нет галочки, короткий столбик. Дальше галочка, значит, это длинный. Дальше раз, два, три коротких, здесь нет галочек. Дальше галочка, длинный столбик. Опять 3 без галочек, короткие столбики. Следующий, галочка есть, длинный столбик. Здесь очень просто сориентироваться. Дальше. Здесь, как я вязала, для того, чтобы у меня узор был симметричен с каждой стороны, вот видите, одинаково, чтобы вот везде было, на этой схеме я не вязала последнюю петлю перед отмеченным раппортом. Вот здесь выделено жирным, вот. И вот эту первую петлю я не вязала. То есть начинаю отсюда и заканчиваю вот здесь, без первой петли. Кроме того, по краям вот здесь я провязывала до узора, вот по схеме, до отмеченного узора, один столбик без накида и две полосы каждого цвета. Вот здесь начинается вязание, вот столбик пополам, вот так, между этими двумя столбиками, один столбик без накида в раскол, я буду показывать это, и 2 полосы каждого цвета. Начинаю светлая полоса, темная полоса, затем вяжу узор, в конце узора также симметрично темная полоса, светлая полоса
и 1 столбик без накида. Это одна половина. Вторая половина аналогично. Столбик, 2 полосы, узор, 2 полосы, столбик. В общем, одинаковые абсолютно 2 стороны. Итак, сначала расскажу здесь по петлям, и затем уже буду все показывать на образце. Значит, для нужного мне размера я набрала 146 петель. Каждая половина чехла по 73 петли. Так как они аналогичны, я буду говорить об одной половине. То есть 73 петли — это, как я сказала, по 1 столбик без накида, 2 вертикальные полосы каждого цвета и узор 5 раппортов по 12 петель плюс 7 для симметрии. Всего узор у меня 67 петель, затем после узора 2 полосы и столбик без накида. Всего 73 петли каждая сторона, то есть я набрала цепочку 146 петель и начала вязать. Начала с обычной цепочки воздушных петель. Набрала и начала вязать. Здесь сейчас я буду, когда показывать на образце, я буду провязывать также 2 стороны. Единственное, что я сокращу вот этот узор, чтобы не столько времени затрачивать. Что касается высоты раппорта, здесь один раз нужно провязать с 1 по 18 ряд и затем повторять с 3 по 18 ряд. То есть первый раз с 1 по 18 и дальше на нужную вам высоту повторять с 3 по 18 ряд. Здесь я провязала, так, сейчас скажу, сколько рядов. Значит, так, всего я провязала 70 рядов. По схеме первый ряд узора вяжется темной нитью, но нужно провязать 1 установочный ряд светлой нитью. Вот этот ряд, он не входит в количество рядов раппорта. Начинаем 1 установочный ряд светлый. И затем уже начинаем по схеме первый ряд темный, второй светлый и так далее. Итак, 1 у меня светлый ряд и затем узор. Я провязала, значит, 1 раз 18 рядов, 3 раза повторила с 3 по 18 ряд и последний раз с 3 по 5 ряд, то есть 3, 4, 5, и закончила 5 рядом. Затем провязала 1 светлый ряд и соединила. Как я соединяла это, я тоже буду показывать на образце. На образце я провяжу все 18 рядов в высоту, то есть весь раппорт в высоту, и покажу, как я закрывала. Для образца я наберу 50 петель. Каждая у меня сторона будет 25 петель. В них будет также входить 1 столбик без накида, 2 вертикальные полосы каждого цвета, 19 петель я провяжу узора, затем также в конце 2 полосы и 1 столбик без накида. И аналогичным способом на таком же количестве петель, 25 петель, буду провязывать вторую сторону. Также буду вязать по кругу, чтобы мой образец никак не отличался от оригинального чехла. Так, начинаем вязание с цепочки воздушных петель, обычная цепочка. То есть, если узор начинается с темного ряда, 1 установочный ряд, вяжем нитью светлого цвета и набор также нитью светлого цвета. Я набираю обычным способом 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Обычная цепочка. Для образца я набираю 50 воздушных петель. Так, я набрала 50 воздушных петель. Теперь проверяем, чтобы цепочка не была перекручена.
И для вязания по кругу соединяем. Угу. При этом я не вяжу столбики подъема, я начинаю сразу вязать. В первую же воздушную петлю, с которой начинала набор, ввожу крючок, вытягиваю рабочую нить и протягиваю нить через 2 петли на крючке. Это уже первый столбик. Дальше следующий столбик. Ввожу крючок, при этом я ввожу крючок под 2 нити, чтобы плотнее был край. И то же самое, вытягиваю нить и затем через 2 петли. Это 2 столбика. Так, третье. Также нить, затем через 2, 3 столбика. И так провязываю все 50 столбиков. 4. И еще я отмечу, когда провяжу 25, отмечу маркером, разделю 25 и 25 по центру. Сначала здесь не будет видно, где граница между двумя половинами. Затем, конечно, когда немножко провяжете, и уже можно маркер будет убрать, здесь будет хорошо видно. Так, провяжу 50 столбиков без накида. Итак, я провязала 25 столбиков без накида, отметила маркером, и следующие провязала 24, и мне осталось провязать один 25 столбик. Я его провязываю следующим образом. Так как мне нужно будет переходить на нить голубого цвета, последний столбик всегда вяжется так. Вводим крючок в столбик, вернее в петлю последнюю, выводим нить. На крючке осталось 2 петли, и эти 2 петли уже провязываем нитью голубого цвета или того цвета, которым вы вяжете. И светлую нить немножко подтягиваем. Все, первый ряд, вернее установочный ряд провязан. Теперь нужно провязать первый ряд узора. Первый ряд узора по схеме — это темная нить, в моем случае это голубая нить, и здесь, как вы видите, нет никаких галочек, и длинных столбиков здесь тоже нет. Таким образом, мы весь этот ряд провязываем столбиками без накида, но во всех последующих рядах мы провязываем столбики без накида, как я говорила, за заднюю стенку петли, кроме крайних столбиков первого и последнего столбика каждой стороны чехла. Итак, у меня первый столбик первой половины. Если бы я провязывала полностью просто столбики, я бы ввела крючок под обе нити петли, или если за заднюю стенку, то за заднюю стенку петли. Но в этом случае, для того, чтобы получилось, как я показывала у меня по бокам, этот первый столбик и последний нужно провязать в раскол, то есть нужно ввести крючок прямо в центр столбика. Вот сначала это трудновато, потом будет легко. Не по 2 цепочки, а прямо в центр столбика. Так, вытягиваю нить и провязываю 2 петли на крючке. Это первый столбик без накида. Дальше у меня по моей задумке до начала узора идут 2 полосы, и так как здесь еще только начало вязания, здесь нет длинных и коротких, я провязываю эти 2 полосы, столбики без накида, за заднюю стенку. Вот 2 нити, я подхватываю заднюю стенку петли, достаю нить, провязываю, достаю нить, провязываю. Но сейчас здесь можно также 25 столбиков одной стороны, 25 столбиков, то есть 50 петель, и все они вот так, не все, а кроме крайних столбиков, провязываются за заднюю стенку. У меня получается 19 петель узора
плюс по 2 полосы. Получается, мне нужно провязать по 23 столбика без накида за заднюю стенку и по 2 столбика в раскол. Итак, первый столбик в раскол я провязала, 3 теперь я провязала за заднюю стенку и продолжаю вязать. 4 за заднюю стенку, 5, 6 и так далее. Я сейчас провяжу эти 23 и покажу, как здесь по центру провязываю. Вот я подхожу к серединке, 23 за заднюю стенку и последний, то есть первый плюс 23 это 24 и 25 столбик половины чехла я провязываю также не под эти цепочки, а вот в центр, в раскол, вот так в центр столбика. Вывожу нить, протягиваю. Вот видите, он как галочкой получается. И аналогичным образом вяжу вторую сторону. То есть она также, вторая сторона, начинается с первого столбика, который вяжется в центр столбика. Ввожу крючок в центр столбика, вывожу нить и протягиваю. Вот как 2 галочки получаются по центру. И продолжаю вязать до последней петли 23 столбика за заднюю стенку. 3, 4, так, за заднюю стенку, 5, 6 и так далее. Так, подхожу к концу второй половины. Значит, вот 23 столбик я провязываю за заднюю также, и осталась у меня последняя петля ряда. В последнюю петлю ряда ввожу в центр, вот так в центр, крючок, вывожу голубую нить, и у меня переход на нить белого цвета. То есть следующий ряд вяжется нитью другого цвета. Я беру нить, вот эта голубая влево, белая вправо. То есть как бы они перекрещенные получаются. И провязываю белой нитью эти 2 голубые петли. Чуть-чуть подтянуть. Все, второй ряд провязан. Переходим сразу же на вязание, вернее, не второй ряд, а первый ряд голубой, вот он темный, по схеме. Не считаю я первый установочный ряд. Первый ряд провязали, переходим на вязание второго ряда. Второй ряд видим белая нить и начинаем провязывать. Здесь смотрим, что во втором ряду также нет галочек, нет белых клеточек, под которыми была бы еще белая клетка. То есть здесь под всеми белыми клетками темная клетка. Таким образом, все петли здесь провязываются за заднюю стенку, именно петли узора. Но так как у меня здесь, как я показывала на своем чехле, 2 полосы вертикальные, первая полоса у меня идет белая, затем ближе к узору, в сторону узора темная. Сейчас это пока не видно, немножко мы больше провяжем, вы это хорошо увидите. Итак, начинаем вязать второй ряд схемы. Для этого первую петлю точно так же провязываем в раскол, то есть в центр, вводим крючок в центр столбика, выводим нить, это первый столбик без накида. Дальше, после первой петли у меня идет длинный белый вертикальный столбик. Для этого я провязываю его столбиком с одним накидом за
переднюю стенку, вот эту. За переднюю стенку здесь, так как я провязывала весь ряд за заднюю стенку, у меня передние стенки все открытые. Итак, накид на крючок, ввожу крючок вот так за переднюю стенку и провязываю столбик с одним накидом. То есть вытягиваю нить, затем через 2 петли и еще раз через 2 петли. Столбик с накидом. Это вертикальная полоса. Дальше следующая идет вертикальная полоса темного цвета. Значит, я здесь провязываю ее столбиком без накида за заднюю стенку, поскольку мне здесь не нужно, чтобы закрыла темную петлю. И еще такой момент. Вот я провязала за переднюю стенку, и теперь за этим столбиком, этот столбик темный, он остается. Вот в него уже ничего не вяжем. Начинаем со следующего столбика. Если вам трудно заглядывать туда, оно и неудобно туда будет заглядывать, просто вот так прижимайте столбик, и будет видно. Все, этот столбик, он закрыл тот столбик. То есть над каждым столбиком мы провязываем только один раз. Если вот так прижать, будет видно, что следующая петля, вот она. И начинаем провязывать дальше. Над темной полосой у меня вяжется, раз так я вяжу белой нитью, значит столбик без накида за заднюю стенку петли. Все, теперь у меня узор. Здесь у меня 19 петель узора, и так как здесь длинных столбиков нет, я провязываю эти 19 петель за заднюю стенку петли. 1, 2, 3, 4. Давайте я первую сторону провяжу. 5, не отключаясь. 6, 7, 8, 9, 10. Так, за заднюю вяжем. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Провязали. Теперь также делаем, как здесь. Первая полоса у меня вертикально идет темная. Я вяжу светлым цветом. Значит, над этой петлей я провязываю столбик без накида за заднюю стенку. Дальше у меня идет светлая полоса. Значит, я провязываю столбик с одним накидом за переднюю стенку петли предыдущего ряда. Делаю накид на крючок. Снова захватываю переднюю стенку, вытягиваю нить, затем провязываю с накидом и оставшиеся 2 петли. Дальше последняя петля, вот они, 2 галочки, 25-я петля моей половины. Также провязываю в раскол, то есть вот в центр, ввожу в центр столбика, вытягиваю нить, провязываю столбик. Вот галочка получилась. Все, вот половина провязана. Теперь аналогичным образом вяжем вторую половину. Снова вводим крючок в первую петлю в центр столбика, вытягиваем нить, столбик без накида. Вот уже хорошо видно эти галочки. Дальше следующая петля, это снова петля вертикальной белой полосы. Значит, делаю накид на крючок, захватываю переднюю стенку петли, вытягиваю нить, провязываю вместе с накидом и оставшиеся 2 петли. Дальше следующая у меня по узору темная полоса, значит, я ее провязываю за заднюю стенку петли. Также все то же самое, что я показала здесь, провязываю 19 петель узора. 3, сейчас довяжу. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Так, 19 провязала. Дальше следующая у меня должна быть темная полоска, значит, провязываю ее столбик без накида за заднюю стенку. Следующая светлая полоска будет, значит, я провязываю ее столбиком с накидом за переднюю стенку петли. Так, так и вот так. Остался последний столбик, вот он, и его провязываю в центр, вводя крючок в центр этого столбика. Вытягиваю нить и перехожу на нить следующего цвета. Это у меня голубая нить. Точно так же, вот так, провязываю последний столбик нитью темного цвета, белую подтягиваю. Потом это все выровняется здесь. Дальше переходим на вязание третьего ряда. Вот третий ряд, это ряд темного, я перешла вот на голубой цвет, и здесь уже есть галочки. Здесь будем уже провязывать, формировать узор начинаем. И также формируем наши вертикальные полосы. Итак, начинаю вязать. Первая петля ряда, также столбик в раскол, то есть в центр столбика. Вытягиваю нить, провязываю столбик без накида. Это первая петля. Дальше, вот у меня идет уже белая вертикальная полоса. Я вяжу темной нитью, значит, над этой полосой я провязываю столбик без накида за заднюю стенку, то есть короткий столбик. Дальше у меня теперь будет идти длинная голубая полоса, и ее я провязываю столбиком с накидом за переднюю стенку. Подхватываю переднюю стенку и провязываю столбик с накидом. Все, уже две полосы у нас в этом ряду сформировались. Теперь эту петлю не забываем, что мы ее уже не провязываем, которая за столбиком, и начинаем провязывать со следующей петли. Что мы здесь видим? У нас отмечены галочками длинные ряды, то есть длинные ряды, как повторюсь я еще раз, это те ряды, под которыми есть клетка аналогичного цвета. Вот. Итак, здесь видно короткий, один короткий, длинный, затем 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный. И так повторяем до конца ряда. В конце ряда, вот последнюю петлю я не вяжу, будет после длинного один короткий. Не в конце ряда, а в конце одной половины чехла. Они одинаковые. Итак, вяжем голубой нитью, начинаем провязывать короткий, длинный. Итак, короткий — это столбик за заднюю стенку петли без накида. Длинный столбик — это столбик с накидом за переднюю. Вот пропускаем, эту мы уже провязали. Вот следующий, да, под ним идет передняя стенка петли, ее и берем и провязываем столбик с накидом. Вот мы провязали короткий, длинный. Теперь 3 коротких, длинный. Вяжем 3 коротких, это так. Это столбики за заднюю стенку. 1, 2, 3 и длинный. Вот этот следующий столбик, под ним петля. Захватываем, это длинный столбик. И вот что получается. Вот они, наши вертикальные полосы. Дальше короткий, длинный, 3 коротких, длинный. И теперь до конца ряда, ну, до конца, вернее, половины, практически до конца, повторяем вот этот раппорт. 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный. Давайте я довяжу. Так, смотрим, чтобы не ошибиться. 3 коротких. 1,
2, 3 и длинный. Вот. И продолжаем. 3 коротких. 1, 2, 3. Длинный. Еще раз. 3 коротких. Длинный. Дальше. Вот провязали мы последний длинный. И здесь остался один короткий столбик. Просто на моем чехле здесь я провязала такое количество, а на моем чехле больше количество петель, поэтому просто повторяете столько раз, сколько у вас раппортов помещается. 3 коротких длинный, 3 коротких длинный. В конце после длинного будет один короткий столбик. Теперь также формируем здесь уже длинный голубой столбик. Также за переднюю стенку столбик с накидом. Дальше у меня идет длинный, вертикальная полоса белая. Так как я вяжу темной нитью, над ней вяжу столбик без накида за заднюю стенку. И последняя петля, вот они, видите, их уже хорошо видно, эти галочки. Провязываем в центр петли столбик без накида. Все, одна половина связана. Аналогичным образом вяжем вторую половину. Первый столбик в раскол, в центр столбика. Вот так. Вот они, наши галочки. Над белым столбиком, над белой вертикальной полосой столбик без накида за заднюю стенку. И рядом темный формируем уже длинный столбик, вертикальную полосу темную. Это столбик с накидом за переднюю стенку. И дальше аналогичным образом повторяем также короткий, длинный, и затем повторяем 3 коротких, длинный. Итак, короткий, длинный, и повторяем 3 коротких, 1, 2, 3, длинный. Снова 3 коротких, 1, 2, 3, длинный. Три коротких, 1, 2, 3, длинный. Три коротких, 1, 2, 3, длинный. И после последнего у вас здесь уже вот видно, что это конец половины, вернее конец ряда. Провязываем один короткий за заднюю стенку столбик без накида и формируем последнюю нашу темную полосу. Провязываем столбик с накидом за переднюю стенку петли предыдущего ряда. Дальше уже сформированная вертикальная полоска белая, значит, над ней вяжем столбик без накида за заднюю стенку. Осталась последняя петля, переходим на нить белого цвета. Для этого в последнюю петлю в центр вводим крючок в центр петли, вытягиваем нить, берем нить
белого цвета и протягиваем через 2 петли. Голубую нить немножко подтянуть. Все, ряд провязан. Переходим на 4-й ряд. Это светлый ряд. И здесь также есть длинные столбики. Также вот, где галочка отмечена, здесь хорошо видно, что под белым столбиком белый, под белым столбиком белый, а под этими темные. Значит, эти все короткие, а вот эти именно белые. На темные вообще не смотрим. Так. Нить. И начинаем вязать 4-й ряд. Первый столбик также вяжем в раскол, то есть в центр столбика. Вытягиваем нить, столбик без накида. Дальше. Вот они, наши вертикальные полосы. Первая белая, вторая голубая. Так как мы вяжем теперь белой нитью этот ряд, значит, мы удлиняем белую вертикальную полосу, но не удлиняем темную. Для этого провязываем столбик с одним накидом за переднюю петлю предыдущего ряда. Дальше все так и будет вязаться, только столбики за заднюю стенку или столбики с накидом за переднюю стенку. Так, вертикальную полосу белую провязали, над темной вяжем столбик без накида за заднюю стенку. Дальше переходим на вязание узора. Узор у нас начинается с 2 коротких. 2 короткие, 1 длинный. Затем 1 короткий, 1 длинный. Вяжем короткие за заднюю стенку, 2 короткие, 2 вернее коротких, 1 длинный. За переднюю стенку провязываем столбик с накидом. Дальше 1 короткий, 1 длинный. Короткий за заднюю стенку без накида, длинный за переднюю стенку с накидом. Так. И дальше, это начало, а дальше повторяем до конца ряда, вернее до конца петель узора, 3 коротких, 1 длинный, 1 короткий, 1 длинный. Три коротких, так, 1, 2, 3 коротких, 1 длинный, 1 короткий, 1 длинный. Вот эту часть повторяем столько, сколько у вас помещается, раз до длинных, до вертикальных вот этих вот столбиков. Три коротких, 1, 2, 3, 1 длинный. Так, и здесь закончится у нас, последнюю не учитываем, после длинного в конце каждой половины будет 2 коротких. Повторяйте столько раз, сколько у вас помещается. 3 коротких, длинный, 1 короткий, длинный, 3 коротких, длинный, 1 короткий, длинный. Вот эту часть повторяем столько раз, сколько помещается. После последнего длинного у вас должно остаться 2 коротких. Так, 1 короткий, 1 длинный и остается 2 коротких. 1, 2. Дальше 2 вертикальные полосы. Над темной вяжем столбик короткий, а над белой длинный.
Дальше вот половинка, последний столбик половины, в центр столбика столбик без накида, и переходим на вязание второй половины аналогичным образом. Первый столбик второй половины в центр столбика столбик без накида, и затем 2 вертикальные полосы. Над белой столбик с накидом длинный, над темной столбик без накида короткий. И продолжаем также вязать узор. 2 коротких длинная, 1 короткий длинный. Вяжем 2 вернее коротких, 1 длинный, 1 короткий, 1 длинный. Это в начале так половины, а дальше повторяем 3 коротких длинный, 1 короткий длинный, 3 коротких длинный, 1 коротких длинный. Так, вяжем 3 коротких, 1 длинный. Теперь 1 короткий, длинный. Повторяем 3 коротких, 1, 2, 3, длинный, 1 короткий, длинный. Дальше я уже вижу, что я подошла к вертикальным столбикам, дорожкам. Остается 2 коротких столбика. 1, 2. Над темной вертикальной полосой столбик короткий. И над длинной столбик длинный. Я пришла к концу ряда, последняя петля, ввожу крючок в центр петли, вытягиваю нить, и последние 2 петли провязываю нитью голубого цвета. Вот 4 ряда провязаны. Переходим на вязание 5-го ряда. Вот он, 5-й ряд, я отмечу так. Вот под линейкой 5-й ряд. Смотрим. Здесь это ряд голубой, темный. 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный. Здесь повторяется так. И так весь ряд узора. Здесь очень простой. 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный до конца. Единственное, в конце я вот эту последнюю не вяжу, значит, у меня закончится после последнего длинного столбика 3 коротких. Так вяжем. Начинаем ряд, как обычно, со столбика раскол. В центр столбика ввожу крючок, вытягиваю нить, провязываю столбик без накида. Дальше идет белая вертикальная полоса. Так как я вяжу голубой нитью, значит, над белой я провязываю короткий столбик, столбик без накида за заднюю стенку, а над темной полосой провязываю столбик с накидом за переднюю стенку, то есть длинный столбик. Чем дальше, тем эти столбики будет все лучше видно, вертикальные. И дальше начинаю узор. 3 коротких, длинный. 1, 2, 3 коротких, длинный. И так до конца 3 коротких. Сколько у вас помещается, так и вяжете до центра. Так, 3 коротких,
длинный, три коротких, длинный, три коротких, раз, два, три, длинный, так, вот мои две вертикальные полосы, и у меня остается 3 коротких, так же как здесь, без последнего столбика. 3 коротких, раз, два, три. Дальше над темной полосой вяжем длинный столбик, над светлой короткий. Последняя петля в центр петли, столбик без накида, и первая половина провязана. Точно так же вяжем вторую половину. Начинаем столбик со столбика в раскол, столбик без накида в центр столбика. Дальше белая вертикальная полоса, значит над ней столбик без накида, короткий столбик. Над темной полосой столбик с накидом за переднюю стенку петли, то есть длинный столбик. И продолжаем точно так же. 3 коротких, длинный. Раз, два, 3 коротких, 1 длинный. 3 коротких, 1 длинный. Три коротких, раз, два, три, длинный, три коротких, раз, два, длинный, подхожу к своим полоскам, проверяю, 3 коротких осталось у меня, раз, два, три. Над вертикальной полосой темного цвета провязываю столбик длинный с накидом за переднюю стенку петли. Над светлой полоской провязываю короткий столбик, столбик без накида за заднюю стенку, и осталась последняя петля. В последнюю петлю ввожу в центр, вытягиваю нить и беру белую нить. Провязываю 2 последние петли белой нитью, подтягиваю голубую. Все, 5-й ряд тоже провязан. Так, смотрим, что у нас в 6-м ряду. В 6-м ряду начинается он с длинного столбика, а затем повторяется 5 коротких, 1 длинный, 5 коротких, 1 длинный, 5 коротких, 1 длинный, и заканчивается вот этим длинным столбиком. Так, начинаем 6-й ряд. Первая петля в центр столбика, столбик без накида. Дальше идет светлая полоса, мы вяжем светлой нитью, значит вяжем длинный столбик. Дальше темная полоса, над ней короткий. И вяжем узор. Первый столбик, длинный столбик.
Первый провязали и продолжаем вязать, повторять, вернее, 5 коротких, 1 длинный. Раз, два, три, 4, 5 коротких, 1 длинный. И так повторяем до конца половины чехла. 3, 4, 5 коротких, 1 длинный. Раз, два, три, 4, 5 коротких, 1 длинный. Все, вот я пришла к моим вертикальным полоскам. Над темной провязываю короткий столбик, над светлой длинный. Середина вязания, последний столбик, столбик в центр столбика, столбик без накида в центр столбика. Все повторяем. Вторая сторона вяжется аналогично. Первый столбик, столбик без накида в раскол. Дальше над вертикальной полоской белой вяжем длинный, над темной короткий. И приступаем к узору. 1 длинный, и затем повторяем 5 коротких, 1 длинный. Первый длинный. И дальше вяжем 5 коротких. Раз, два, 3, 4, 5, 1 длинный. 5 коротких. Раз, два, 3, 4, 5, 1 длинный. Раз, два, 3, 4, 5 коротких, длинный. Над темной полоской короткий столбик, над светлой длинный. Последняя петля ряда, переходим на нить другого цвета. Ввожу крючок в центр столбика, достаю нить, подхватываю голубую нить и ею провязываю последнее движение. Все, 6-й ряд провязан. Вяжем 7-й ряд. Здесь у нас начинается 1 короткий и длинный, а затем повторяем 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный. Начинаем ряд точно так же. В центр столбика провязываем столбик без накида, затем вяжем голубой нитью, значит над белой вертикальной полоской вяжем короткий столбик, а над темной длинный. И вяжем узор короткий, 1 короткий, 1 длинный, 1 короткий, 1 длинный. И повторяем 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный. Раз, два, 3,
длинный, раз, два, три коротких, длинный, раз, два, три коротких, длинный, раз, два, три коротких, длинный. И здесь после последнего длинного один короткий, и переходим на вязание полосок. Над темной вяжем длинный столбик, над светлой короткий. Последнюю петлю половины столбик без накида. И повторяем то же самое. Первая петля, столбик без накида в центр столбика, затем над светлой полоской короткий столбик, над темной длинный. И вяжем узор короткий, длинный в начале, один короткий и длинный. Дальше повторяем 3 коротких, длинный, раз, два, три и длинный. 3 коротких, раз, два, три, длинный. 3 коротких, раз, два, три, длинный. 3 коротких, раз, два, три, длинный. Так, один остается у нас здесь короткий, над темной полосой длинный столбик, над светлой короткий. Последняя петля, в центр столбика вытягиваю нить, беру белую нить и завершаю ряд. Восьмой ряд. Здесь начинается 2 коротких, длинный, 1 короткий, длинный, а затем повторяется 3 коротких, длинный, 1 короткий, длинный. И вот эта часть повторяется 3 коротких, длинный, 1 короткий, длинный. В конце 2 коротких. Начинаем все так же. Первый столбик в раскол, дальше над светлой полоской длинный столбик, над темной короткий, и начинаем вязать узор. 2 коротких, 1, 2, длинный, 1 короткий, 1 длинный. Начало связали,
И дальше, сколько у вас помещается, повторяете 3 коротких, длинный, 1 короткий, длинный. Значит, раз, два, 3 коротких, длинный, 1 короткий, длинный. Повторяю, 3 коротких. Раз, два, 3. Длинный, 1 короткий, длинный. Провязала последний длинный и 2 коротких. 1, 2. Над темной полоской короткий столбик, над светлой длинный. Последняя петля в раскол, и первая половина связана. Аналогичным образом вяжем вторую половину. Так, в центр столбика. Что-то у меня зацепляется. Так, вот так. В центр столбика столбик, затем над светлой полоской длинный столбик, так как вяжем светлой нитью, над темной короткий. И вяжем узор. В начале узора 2 коротких, длинный, 1 короткий, длинный. Дальше повторяем так же, как и на предыдущей половине. 3 коротких. Раз, два, 3. Длинный, 1 короткий, длинный. 3 коротких, длинный, 1 короткий, длинный. В конце перед вертикальными полосками 2 коротких, над темной полоской короткий столбик, над светлой длинный. В последний столбик, в центр столбика, вытягиваю белую нить и заканчиваю голубой. Подтягиваю. Ряд провязан. Дальше, так, 9 ряд. В этом ряду начинается 1 короткий, длинный, затем повторяется 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, в конце 1 короткий. Первая петля, столбик в центр, вяжем голубой нитью, значит над белой полоской короткий столбик, над темной длинный. И вяжем узор. В начале узора 1 короткий, 1 длинный. А дальше повторяем 3 коротких, 1 длинный. 3 провязала коротких, 1 длинный. 3 коротких,
длинный, 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, и перед полосками 1 короткий будет. Над голубой полоской длинный столбик, над белой короткий. Дальше последняя петля, столбик, и аналогичным образом все то же самое. Первая петля, столбик в центр, над белой полоской короткий столбик, над темной длинный. И продолжаем узор. В начале узора 1 короткий, 1 длинный, а дальше повторяем 3 коротких, 1 длинный. 1, 2, 3, длинный, 1, 2, 3, длинный, 1, 2, 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, 1 короткий и вертикальные полосы над вертикальной полоской голубого цвета, длинный, над светлой короткий. Последний столбик ряда в центр столбика провязываем и завершаем уже нитью белого цвета. Дальше 10-й ряд. Первый длинный, а дальше повторяем 5 коротких, длинный, 5 коротких, длинный, 5 коротких, длинный, последний будет длинный. Так. Первая петля в центр, столбик без накида, дальше над светлой полоской длинный столбик, над темной короткий. Здесь уже хорошо эти полосы видно. И дальше узор. Значит, первый столбик длинный. И повторяем 5 коротких, длинный. 1, 2, 3, 4, 5, длинный. 5 коротких, 1, 2, 3, 4, 5, длинный. 5 коротких, длинный.
Пришла к вертикальным полоскам. Над темной полоской короткий столбик, над светлой длинный. Последняя петля половины. Столбик в центр. Первая половина провязана. Продолжаем, вернее повторяем. Первая петля, столбик без накида в центр. Дальше над светлой полосой длинный столбик, над короткой, над темной светлой. Что сказала? Над темной короткий. И также точно первый столбик длинный, а затем повторяем 5 коротких, 1 длинный. Раз, два, три, 4, 5, длинный, 5 коротких, раз, два, три, 4, 5, длинный. Раз, два, три, 4, 5 коротких, последний длинный и вертикальные полоски. Над темной короткий столбик, над светлой длинный. Последняя петля, в центр ввожу крючок, перехожу на голубую нить, завершаю ряд. Одиннадцатый ряд. 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, и в конце, после последнего длинного, 3 коротких. Первый столбик в центр, над светлой полоской короткий столбик, над темной длинный. Три коротких, раз, два, три, длинный, три коротких, раз, два, три, длинный, 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, и в конце перед вертикальными полосками 3 коротких. Раз, два, три. Над темной полоской длинный, над светлой короткий. Последний столбик в центр столбика, столбик без накида. И повторяем. Первый столбик, затем над светлой полоской короткий, над темной длинный. И узор 3 коротких, длинный.
3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, остается 3 коротких. Раз, два, три. Над темной полоской длинный, над светлой короткий. Последняя петля, в центр петли вытягиваю нить и перехожу на нить светлого цвета. Так, 12 ряд. Здесь в начале 2 коротких длинный, 1 короткий длинный. Затем повторяется 3 коротких длинный, 1 короткий длинный, 3 коротких длинный, 1 короткий длинный. В конце 2 коротких. Начинаем так же, как и каждый ряд. Столбик в центр. Теперь удлиняем белую полосу, длинный столбик над белой полоской, над темной полоской короткий столбик и вяжем узор. 2 коротких, длинный, 1 короткий, длинный. А дальше, сколько у вас помещается, повторяете 3 коротких, длинный, 1 короткий, длинный. И так чередуем. Через 3, через 1, через 3, через 1. Раз, два, три, длинный, 1, длинный. И в конце 2 перед вертикальными полосками 2 коротких, над голубой полоской короткий, над белой длинный. Последний столбик половины, центр столбика. Повторяем. Первый столбик в центр, над белой полосой так, длинный, над голубой короткий. Дальше также в начале, как и на предыдущей половине, сначала 2 коротких, длинный, 1 короткий, длинный. Затем также чередуем. Через 3, через 1 вяжем длинные. Так. Раз,
2, 3, столбик с накидом, 1 длинный столбик, 1, 2, 3 коротких, длинный, 1 короткий, длинный, в конце 2 коротких, над синей полоской, так, над голубой полоской короткий, над белой полоской длинный. Последний столбик, вытягиваем нить, переходим на голубую, подтягиваем. 12 рядов связали. Дальше 13 ряд. Здесь начинается 1 короткий, длинный, и затем чередуется 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, в конце 1 короткий. Первый столбик в центр. Теперь над белой короткий, а над голубой длинный. Начинаем узор. 1 короткий, следующий длинный. Дальше через 3 длинный. Чередуем так. 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный. 3, длинный. 1, 2, 3, длинный. 1, 2, 3, длинный. 1, 2, 3, длинный. В конце 1 короткий. Над голубой полоской длинный, над белой короткий. И средний столбик в центр столбика. Всю половину связали, вяжем аналогичным образом вторую половину. Столбик в центр, над белой полоской короткий, над голубой длинный. Один короткий, длинный. Теперь через 3. 1, 2, 3 коротких, длинный. 3 коротких, длинный. 1, 2, 3. Длинный. 1, 2, 3 коротких,
длинный и 1 в конце. Над голубой полоской длинный, над белой короткий. Последний столбик не довязываем, вводим в работу белую нить и завершаем ряд. Так, следующий 14-й ряд. Первый столбик длинный, а затем через 5 коротких длинный, 5 коротких длинный. Последний будет длинный. Первый столбик в центр, над белой полоской длинный столбик, над темной короткий. Первый столбик узора длинный и затем через 5 коротких. 5 коротких, 1, 2, 3, 4, 5, длинный. Повторяем так до конца ряда, до конца половины. 1, 2, 3, 4, 5, длинный. Раз, 2, 3, 4, 5 коротких, длинный. Затем над темной полоской короткий, над светлой длинный. И последний столбик в центр. Повторяем. Первый столбик в центр, над светлой полоской длинный, над темной короткий. Первый столбик длинный и дальше через 5 коротких. 1, 2, 3, 4, 5 коротких, длинный. 5 коротких, 4, 5, длинный. Еще раз 5 коротких. 1, 2, 3, 4, 5, длинный. Над темной полоской короткий, над светлой длинный. Последний столбик в центр и переходим на голубую нить. Пятнадцатый ряд.
3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный. Так повторяем до конца узора, до вертикальных полос, в конце 3 коротких. Первый столбик в центр, над светлой полоской короткий столбик, над темной полоской длинный столбик. И затем через 3 коротких длинный. 1, 2, 3 коротких, длинный. 3 коротких. 1, 2, 3, длинный. 3 коротких. 1, 2, 3, длинный. 1, 2, 3, длинный. 1, 2, 3. Над голубой полоской длинный, над светлой короткий. Последний столбик — центр. Повторяем. Столбик в центр, над светлой полоской короткий, над длинной длинный. И также точно через 3 столбика. 1, 2, 3 коротких, длинный. 3 коротких. 1, 2, 3 коротких, длинный. 1, 2, 3 коротких, длинный. 1, 2, 3 коротких, длинный. И в конце также 3 коротких. 1, 2, 3. Над голубой полоской длинный, над белой короткий. В последний столбик в центр вытягиваем нить и провязываем последнюю петлю белой нитью. Шестнадцатый ряд. В начале ряда 2 коротких длинный, 1 короткий длинный, а затем чередуем через 3 коротких длинный, через 1 короткий длинный этот элемент. 3, 1, 3, 1. Первый столбик в центр, над белой полоской длинный столбик, над темной короткий. И начинаем узор. 2 коротких,
длинный, 1 короткий, длинный. И теперь через 3, через 1. 1, 2, 3 коротких, длинный, 1 короткий, длинный. Снова 3 коротких, длинный, 1 короткий, длинный. Перед первой вертикальной полоской должно остаться 2 коротких. 1, 2. Над темной полоской короткий, над светлой длинный. И последний столбик в центр столбика. Повторяем. В центр столбика первый столбик, над белой полоской длинный столбик, над темной короткий. Затем также в начале 2 коротких, длинный, 1 короткий, длинный. Теперь через 3, через 1. 1, 2, 3 коротких, длинный, 1 короткий, длинный, 3 коротких, длинный, 1 короткий, длинный. И также перед вертикальными полосками остается 2 коротких. Над темной полоской короткий столбик, над светлой длинный. В последний столбик в центр провязываем, оставляя 2 нити, и их провязываем уже нитью голубого цвета. Семнадцатый ряд. 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, и так повторяем до конца ряда. Перед вертикальными полосками должно остаться 3 коротких. Так. Первый столбик в центр столбика, над светлой полоской короткий, над темной длинный. И теперь узор. Через 3 коротких длинный. 1, 2, 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный,
3 коротких, длинный, и в конце 3 коротких, 3. Теперь над темной полоской длинный, над светлой короткий. Последний столбик в центр столбика. Половина связана. Повторяем в центр первый столбик. Дальше над светлой полоской короткий, над темной длинный. И дальше также через 3 коротких длинный. 1, 2, 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, 3 коротких, длинный, и в конце также 3 коротких. 1, 2, 3. Дальше над темной полоской длинный, над светлой короткий. Последний столбик в центр столбика и вводим белую нить. И последний ряд раппорта, 18-й ряд. Первый столбик длинный, и затем через 5 коротких длинный, через 5 коротких длинный, и так до конца ряда. Первый столбик в центр, над белой полоской длинный столбик, над голубой короткий. Первый столбик длинный, и затем через 5. 5 коротких, 1, 2, 3, 4, 5. Следующий длинный. 5 коротких, 1, 2, 3, 4, 5. Длинный. 5 коротких, 1, 2, 3, 4, 5. Длинный. Завершаем первую половину над темной полоской короткий столбик, над светлой длинный. Последний столбик в центр столбика, столбик без накида. Повторяем вторую половину. Первый столбик в центр, над светлой полоской длинный столбик, над темной короткий.
Вяжем узор, первый столбик длинный, и дальше через 5 коротких. 1, 2, 3, 4, 5 коротких, длинный. 5 коротких, 1, 2, 3, 4, 5, длинный. Еще раз 5 коротких, длинный, над темной полоской короткий, над светлой полоской длинный. И последний столбик в центр столбика. Если вы вяжете дальше, то вновь присоединяйте нити другого цвета. Я на этом образец закончу, так как у меня уже все 18 рядов раппорта провязаны. Итак, после того, как я по рядам я уже сказала в начале видео, сколько я провязала раз раппорты. И на ту высоту, которая вам нужна, провязали. Затем провязали один ряд светлой нитью, именно той, который вязался установочный ряд. И нужно соединить 2 стороны. Здесь же, не обрывая нить, я уже не буду следующий еще ряд провязывать. Вот как она идет, нить, вот так же, я сразу начинаю соединять. Разворачиваюсь вот так и начинаю не с центральных петель, так как у меня здесь в центре она и нити есть. Я ввожу крючок в петлю белой полоски с этой стороны и ввожу крючок в петлю белой полоски с этой стороны. Белый не хочет фокусироваться. Так, нет, нить наружу. Вот так. Здесь напротив белой полосы и здесь напротив белой полосы. Вместе. И вяжу, вытягиваю вот так нить и протягиваю через предыдущую петлю. То есть столбик я не вяжу, только соединительные столбики. И дальше также под обе нити подхватываю первый столбик и следующий столбик с обратной стороны. Вытягиваю нить, протягиваю через предыдущую. Соединительный столбик. И так каждую петлю. Под обе нити вытянула нить, протянула через предыдущую петлю. И так соединяю полностью всю верхнюю часть до конца, подхватывая именно под нити, не в центр столбика, а под 2 нити верхние. Вот эти 2 нити с этой стороны и с этой стороны. И все, и так закрываю. Итак, провязав эти 18 рядов, повторяете с 3 по 18 ряд на ту высоту, которая вам нужна. И не обязательно заканчивать 18 рядом. Вот я закончила 5 и посмотрела, что здесь тоже получается симметрия сверху и снизу. Но даже если у вас получится несимметрично,
в этом узоре это как-то особо не будет заметно. Вот так выглядит ряд соединения, который я вам сейчас показывала. И затем вот здесь, где начальный ряд, я вшила обычную молнию, пришивала так. Вот такую я вшивала молнию, она тоненькая. И я прикладывала вот так в начале, закрепила. Можно это иглами делать. И посмотрела также точно, чтобы не было здесь сильно растянуто. Посмотрите, бывает первый ряд растянутый. И закрепила вот так вторую и здесь в центре. И затем просто обычной нитью белой швейной шов назад в иголку прошила по самому краю под первую косичку. Аналогичным образом вшила вторую часть. Вот просто обычный шов. Итак, научившись вязать такой простой узор, вы сможете использовать уже более сложные схемы. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр и до встречи в моих новых видео.